Министра здравоохранения Владимирской области задержали. Департамент ФСБ похищает людей. Суперджет разгерметизировался в полете. Это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайки, подписывайтесь. Мы начинаем. Москва разделяет позицию Дональда Трампа о том, что удары Украины американским дальнобойным оружием по России ведут к эскалации. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь Кремля Песков. Само по себе заявление полностью совпадает с нашей позицией. То есть у нас в данном случае совпадает видение причин эскалации. И, конечно, это нам импонирует. Очевидно, что Трамп понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта. Ранее Дональд Трамп выступил против использования американского дальнобойного оружия по территории России. Об этом избранный президент США заявил журналу «Таймс». Цитата. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто обостряем эту войну и усугубляем ее». Конец цитаты. И вот Дмитрий Песков уже выразил солидарность Кремля с Трампом по этому поводу. Правда, Пескова при этом не спросили о намерении избранного американского президента продолжать финансовую и военную поддержку Украины в войне с Россией. В самолете «Сухой Суперджет-100», который этим утром летел из Петербурга в Москву, произошла разгерметизация салона. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник. Самолет принадлежит авиакомпании «Россия». По данным издания, после начала разгерметизации экипаж принял решение вернуться в аэропорт Пулково. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о пострадавших пока нет. Похожий инцидент произошел в мае с самолетом Airbus A321. Борт, летевший из Москвы в Оренбург, приземлился в Шереметьево из-за разгерметизации кабины пилотов. Во Владимирской области министра здравоохранения задержали за превышение полномочий. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета. Областной Минздрав возглавляет Валерий Янин. Его обвиняют в том, что он начислял подчиненным повышенные материальные выплаты, часть из которых систематически передавались ему же. Чиновника поймали при получении очередной суммы, сообщили в управлении СК региона. По предварительным данным, мужчина таким образом в период с 2021 года получил более 400 тысяч рублей. В медучреждении прошли обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. В Дагестане несколько лошадей застряли в яме с глиной и не смогли самостоятельно выбраться. Об этом пишет РБК со ссылкой на управление МЧС по республике. Вот эти лошади, короче, застряли в канаве возле Кайшари Раджаба. Вот эти лошади. Вот. Инцидент произошел рядом с селом Большая Орешевка Кизлярского района. Правда, сами сотрудники МЧС на место не выезжали. Спасательную операцию проводили неравнодушные жители. Мужчины вытягивали лошадей с помощью УАЗ. Одно животное погибло, но 4 другие лошади были спасены. Следственный комитет прекратил дело о гибели кота Твикса, которого в январе выкинули из поезда на мороз. Следствие посчитало, что проводница невиновна. Об этом сообщает издание КП «Екатеринбург» со ссылкой на источник, близкий к силовикам. По данным издания, уголовное дело было прекращено еще в октябре из-за, цитата, «отсутствия состава преступления». Кот Твикс ехал вместе со своей хозяйкой в поезде Екатеринбург-Петербург в январе этого года. Животное сбежало из переноски, после чего его нашла проводница в другом вагоне. Волонтеры, ссылаясь на записи камер видеонаблюдения, утверждали, что она выбросила потерявшегося кота из поезда. ФСИН зафиксировала рекордную смертность заключенных от болезней системы кровообращения. Об этом пишет издание «Верстка». Такие диагнозы используют, чтобы скрыть реальные причины смерти. В 2023-м в СИЗО, колониях и исправительных центрах ФСИН смертность от болезней системы кровообращения составила почти 184 заключенных на 100 тысяч человек. Это самый высокий показатель как минимум с 2015 года, отмечает издание. Эван Гершкович опубликовал свой первый материал после возвращения в США из российской колонии. Журналист Wall Street Journal рассказал о работе Департамента контрразведывательных операций ФСБ. Гершкович называет его, цитата, «самым страшным секретным агентством Путина». Журналисты выяснили, что департамент насчитывает около 2000 сотрудников и является самой элитной службой безопасности Кремля.
Wall Street Journal пишет, что это подразделение ФСБ организовывало похищение людей в странах бывшего СССР. Эта структура готовила аресты граждан США, чтобы создать обменный фонд для освобождения киллера ФСБ Вадима Красикова, отбывавшего срок в Германии. Департамент также несет ответственность за массовые репрессии внутри России, включая аресты сотен россиян по обвинениям в шпионаже и госизмене. За пределами страны сотрудники этого департамента занимаются вербовкой шпионов, саботажем и покушениями. Российские банки стали поднимать ставки по ипотеке до 100%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление замминистра финансов Ивана Чебескова. На фоне высокой ключевой ставки стоимость привлечения средств для банков сильно выросла. В итоге появились случаи, когда организации выдают дополнительную часть кредита к льготной программе под крайне большой процент, например, под 100%. При этом замминистра уверил, что Минфин и ЦБ борются с такими случаями. Цитата: «Мы смотрим, чтобы не было недобросовестных практик». Конец цитаты. Банки Объединенных Арабских Эмиратов увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса. Теперь компаниям в среднем приходится ждать 2 недели. Об этом пишет РБК со ссылкой на транспортные компании и профильных юристов. Ситуацию усугубили ноябрьские блокирующие санкции США против российских банков. Напомню, что российский бизнес использует расчеты в дирхамах через банки ОАЭ после того, как в 2022-м значительная часть российских банков из-за санкций оказалась отрезана от доллара и евро. Что ж, друзья, это все новости, о которых я хотел рассказать. Не уходите от нас без лайка, комментария и подписки. Смотрите и другие видео на нашем канале. Берегите себя. Пока-пока.